Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что подписываетесь здесь, на YouTube, комментируете, лайкаете. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал. Прямо сейчас со мной на связи Константин Бондаренко, известный украинский политолог. Константин Петрович, здравствуйте. Добрый день. Константин Петрович, есть прям очень такие глобальные темы и, собственно, непосредственно узкие такие, сосредоточенные на геополитике, где-то на внутренней политике. Начать я предлагаю все-таки с наступления вооруженных сил Украины, которое все новыми и новыми подробностями обрастает в западной прессе. Причем они такие, достаточно тревожные. Берут интервью или там опираются на, скажем так, данные отдельных бойцов с разными позывными и приходят к выводу и Вашингтон-Пост, и Нью-Йорк Таймс о том, что достаточно тяжело все идет. Вместе с этим, понятно, храним молчание, как бы завещал официальный генштаб Киев и официальное руководство Украины. Но мы-то молчим, а на Западе нет. Во что это может вылиться? Но любое продвижение наших войск, любые активности наших войск на Западе уже воспринимаются как контрнаступление. Понятное дело, что то, что украинские войска продвинулись вглубь там, на 1,5 километра, заняли несколько населенных пунктов в серой зоне, это еще не контрнаступление полноценное, это не то, чего ожидали западные партнеры, это не то, чего ожидали граждане Украины, в целом обыватели украинские. Хочется, конечно, там ярких побед, хочется так, чтобы с кавалерийского наскока там, значит, десятки километров в день преодолевались, враг бежал, оставляя технику, там, свои укрепления и прочее, прочее, прочее. Но реальности, увы, будут абсолютно иными. Реальности будут таковыми, что наступающая сторона, как известно, теряет значительно больше жертв, чем обороняющаяся сторона. Это и Бахмут показал, кстати, весной этого года, зимой-весной этого года. Так что, по большому счету, может быть достаточно серьезная кровавая мясорубка. Может быть достаточно серьезное кровавое противостояние. И я боюсь, что вот эти ожидания, вот это такое какое-то щенячий восторг от того, что вот сейчас начнется контрнаступление, мы все вот увидим вот нечто, мы сейчас вот будет вот панацея от всех наших бед, они не оправдаются. Будет очень много и разочарований, будет очень много критики, и будет как персонально в адрес Зеленского и Сырского, который сейчас фактически руководит этим наступлением, Тарнавского, там, Москаля и прочих генералов, так и в целом будет относительно самого плана операции, почему так не иначе. Знаете, с дивана очень удобно оценивать стратегию и тактику, и очень удобно критиковать. И эта критика будет достаточно острая, очень жесткая критика. Вы сказали Сырский, а Залужный? Знаете, позавчера, буквально пару дней назад, Зеленский, когда перечислял генералов, которые руководят нашим контрнаступлением, он упомянул Залужного в самом конце, через паузу, и как бы выдавливая из себя это имя. Отношения между Залужным и Зеленским, между главнокомандующим и верховным главнокомандующим у нас достаточно напряженные, что, в принципе, не редкость, что, в принципе, не удивительно. Очень часто это происходит во многих войнах, во многих ситуациях. Тем более, что Залужного подозревают в том, что он уже начинает формировать свой политический имидж, свою политическую некую основу, хотя он нигде ни разу об этом не заявлял, нигде ни разу даже не намекал об этом, но подозревают, раз есть рейтинг, значит, может быть и соответствующие амбиции. Ну и дело в том, что очень много есть желающих поссорить президента и Залужного. Кажется, это достаточно успешно внедряется. Ну, это действительно очень удивительные, скажем так, моменты. Многие, ну вот с точки зрения вашего опыта, понятно, что у нас нет до конца информации, но вот Политико, которая там фактически говорит, ссылаясь на
нидерландскую разведку, и там сообщение там, что Залужный руководил подрывами северных потоков, но уже даже, ну, не то, что и не смешно, а уже вот этот вот украинский след в подрыве северных потоков уже прям все воспринимают как данность. Ну, вы знаете, просто сама практика ссылок американского издания на нидерландскую разведку и так далее, скажем так, не самая сильная разведка в Европе, и так далее, которые говорят о том, что есть некий генерал Залужный, это очень просто взять любую газету и посмотреть, кто там у них командует в Украине, вот, и потом выдать, что у нас есть вот такая информация. Мне кажется, что с таким же точно успехом, если бы попала им там фамилия Буданова в глаза, был бы Буданов, Сырский был бы Сырский и так далее. То есть кого назначить, это уже второй вопрос. Дело в том, что в целом назначают Украину виновной во взрывах северных потоков. Вот. Фамилия не суть важна. Вот. Я более чем уверен, что Залужный к этому абсолютно не имеет никакого отношения. У него достаточно других вопросов. Есть другие люди, которые могли бы теоретически к этому быть причастными. А так вот пальцы в небо просто, Залужный, давайте назначим Залужного. Но назначают в целом Украину. То есть украинский след, очевидно, будет в ближайшее время доминировать. Таким образом, Запад пытается сказать, да это не мы тут, вот ручки, вот они. А на самом деле это все, вот там есть Украина. Вот они там невменяемые, от них всего, чего можно ожидать. Они же теперь озлобились, вы же на них напали, там русские напали. Вот они теперь вам мстят, они все будут вот там. Часовня 12 века тоже, значит, они тоже. Вот, так что все на них списывайте. По большому счету, я просто не верю в то, что Украина причастна к этому. Вот. То, что причастно одно из государств, западных государств, то, что причастно одно из государств членов НАТО, я в этом просто более чем уверен. То, что Украину пытаются в этом случае выставить стрелочником, и я думаю, что будет еще таких случаев достаточно, это да. Если завтра в России будут какие-то взрывы, там, какие-то аварии, техногенные катастрофы, в этом тоже обвинят Украину. И Запад с удовольствием скажет, да, это Украина, это точно Украина. Это не мы, это точно Украина, мы точно знаем. Вот у нас там разведка государства Андорра или там государства Сан-Марино вот нам доказала, что вот убедительные данные, что вот есть там Иван Иванович Иваненко, который проживает там, в населенном пункте Кобыляки, вот он точно заказал, вот он это точно руководит. Сел на парусник, да, и поплыл к Северному потоку, да. Конечно. Понимаете, но здесь же тоже, ну, возможно, это от большого ума догадки такие, но это ведь все как бы понятная история. Берут данные, сливают в СМИ, да, такие, какие нужно, и вот фигурирование там, вот там фигурирует Залужный, а на фотографиях с Зеленским во время наступления ВСУ, которое вот уже, ну, как бы, не знаю, набирает обороты или идет там прощупывание, просто кто какую характеристику дает. Ну, на фотографиях с Зеленским его нет, а там есть. Такое ощущение складывается, что его имя вписали туда и сейчас как бы подвергли, ну, не то чтобы обструкции, но такой какой-то, ну, совершенно другой коннотации. Ну, смотрите, есть два момента. Первый момент сейчас вот такое образное сравнение. Знаете, Украина сейчас, вот я бы вообще в этой ситуации с Северными потоками, я бы так Украину, знаете, бывает такое, что человек идет там под суд, собирается там сесть на определенный срок, ему говорит там следователь, а вот знаешь, а ты еще возьми на себя вот это дело, вот это и вот это дело. Вот. Мы закроем тут, значит, вот это, значит, у нас висяки не будут висеть, ну, а мы тебе там дадим какие-то там преференции, условно. И, соответственно, так сейчас и на Украину. Я думаю, попытаются повесить несколько дел, которые так, чтобы отвести внимание от Запада. Вот. Зачем это делается? Я неоднократно это говорил и говорю, идет циничный торг, идут циничные переговоры между различными крупными игроками, и Украина в этом отношении, как раз судьба Украины волнует меньше всего. Вот, если будут большие договоренности, то, соответственно, Украину могут в любом случае каким-то образом слить, потому что сливом даже подталкивание Украины к перемирию,
к проведению некой линии, условной линии противостояния, которая превратится в демаркационную линию, это тоже будет сливом, это, если будут подталкивать Украину к этому. Это первое. Второе, что касается Залужного. Известно, что Залужный на самом деле, это по слухам, конечно, я не берусь утверждать, так это или не так. Я, как историк по образованию, буду верить только тому, что смогу подтвердить документально как-то. Но, согласно слухам, у Залужного были абсолютно другие планы относительно контрнаступления. Он не поддерживал именно эту концепцию контрнаступления, а их было несколько. И, соответственно, в данной ситуации то, что контрнаступлением руководит Сырский, скорее, а не Залужный сейчас, и Сырский является первым лицом, Сырский любимчик офиса президента и так далее, это некая альтернатива Залужному. Это показывает только то, что офис президента фактически берет на себя ответственность за результат этого контрнаступления. Да, вот такая формулировка у вас: берет на себя ответственность, но фактически совершает политическое руководство. Да, потому что... фактически политическое руководство начало доминировать над военным руководством. Да, смотрите, вот просто здесь один нюанс есть. Он, опять-таки, это вот снова, да, как читать? Вот как читать Медведева, да? Кто-то там без 100 грамм не разберется, кто-то, скажем так, видит в этом там дух Жириновского, кто-то видит еще какие-то определенные, скажем так, уловки. Но если разобраться, вот так, как бы видно, что это вот как в мирных планах. Их вообще уйма, да, вот китайские за все хорошее, за все плохое, там вот африканцев мы ждем 16 числа, они должны приехать, президенты Африки с африканским взглядом мира. Там вот есть набор как бы пунктов, одни из них вообще никого не устраивают и всеми отметаются, но фокусируются на там каких-то третьем, пятом, шестом, вот такие моменты. И по ним уже начинают разговаривать. То есть в этом мотив, я так понимаю, да, вот этого движения, что их много, этих планов, оттуда 2 пункта, и вроде как есть уже какой-то разговор. Это то, что вы охарактеризовали очень удачно, как-то циничные торги. Но у Медведева, да, вот он, с одной стороны, опираясь на слова Путина про санитарную зону, высказанную военкорами, говорит, что она должна быть там на границе Львова, то есть, что выглядит как, бред, да, с точки зрения там сил, возможностей, ресурсов и, какой-то там перспективы так сделать у Российской Федерации. А вторая история, которую он публикует, говорит: кабели что-то ваши через Атлантику, можно свободно по ним бить теперь уже, когда вы как бы вот публикуете материалы по Северному потоку. То есть бред и такой полузагадочный конспирологический план сочетаются в одном. Что скажете по этому поводу? Видите ли, у Медведева достаточно высокий статус. Он по своему статусу фактически вице-президент Российской Федерации. Он вице-президент. Почему? Его должность звучит как заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации. Председателем Совета Безопасности Российской Федерации является лично Владимир Путин. То есть он не заместитель Патрушева, он заместитель Путина в этом отношении. Поскольку Конституция Российской Федерации не предусматривает должность вице-президента, то Медведев таковым по должности фактически является. Он заместитель Путина. Понятное дело, что к его словам прислушиваются, как ко второму человеку в государстве. Хотя реально в России нет второго человека в государстве. Там есть первый человек и остальные. Поэтому его заявления, они специально делаются для того, чтобы вызвать легкую панику, шок, некие предположения и так далее. Но реально на Западе те, кто принимает решения, понимают, что прислушиваться необходимо в первую очередь к тому, к чему говорит Путин. Раньше была какая версия на Западе, что у Жириновского на языке, то у Путина на уме. Сейчас многие пытаются показать, что новым Жириновским стал Медведев, хотя де-факто Медведев таковым не является. Медведеву просто сказали, что ты должен играть эту роль. Вспоминается один старый одесский анекдот о том, как старый одессит уезжал куда-то, и вот он пришел в синагогу к раввину, принес ему $50 000 и говорит: я боюсь
положить в банк, банк может прогореть, дома могут украсть и так далее. Можете взять на хранение? Говорит, конечно, возьму на хранение, конечно. Вот, давайте возьмем даже это некоторых свидетелей. Он говорит, ну, зачем свидетели, я вам доверяю. Нет, нет, свидетели в этом деле важны. Там, Изя, Мойша, идите сюда. Изя и Мойша подошли. Ну вот, вы будете свидетелем, что этот почтенный человек дает мне на сохранение $50 000. Да, конечно, будем свидетелями. Через год возвращается этот одессит, приходит снова в синагогу, ему говорят, какие доллары? Вот вы что, мы вас первый раз видим. Он понимает, что его кинули, он говорит, что тут же Изя, Мойша были же свидетелями. Изя, Мойша говорят, мы его первый раз видим вообще-то. Ну, совсем удрученный горем, он поворачивается, идет к выходу. И этот раввин говорит, Рабинович, идите сюда, вот ваши $50 000, вот даже сверху ваши проценты, которые тут наросли за это время. Он говорит, Рэба, зачем был этот весь спектакль? Это для того, чтобы вы поняли, с какими сволочами мне приходится работать. Так вот, заявление Медведева – это для того, чтобы Запад понял, с какими сволочами Путину приходится работать. Да, хорошая параллель, да. Циничный торг подкрепляет или вот как-то уводит в сторону с точки зрения последующих действий сообщение о десятилетнем плане Соединенных Штатов Америки взять Украину, ну, в друзья-партнеры по израильской модели. Об этом как бы сообщают, что Столтенберг и Байден лично говорили. Дело в том, что Соединенные Штаты уже неоднократно наступали на грабли вот этого вечного партнерства или же долговременного долгосрочного партнерства. Любое долгосрочное партнерство Соединенных Штатов, то ли с Израилем, то ли с Саудовской Аравией, то ли с Пакистаном, то ли с другими государствами, наталкивается на смену поколений во власти, на смену парадигм и прочее. И очень часто Соединенные Штаты потом начинают разочаровываться. То в Нетаньяху, то в наследном принце Мухаммеде, то в других, то в Имран Хане, то в прочих политиках. Поэтому десятилетнюю перспективу Соединенные Штаты обеспечить не могут себе в украинском вопросе. Тем более в условиях, когда Украина стоит на таком геополитическом разломе, когда в результате можно ожидать любых катаклизмов и любых поворотов. Если сегодня Украина ориентируется на Вашингтон и на Лондон, то это не значит, что завтра она станет там ориентироваться на Риад или там, я не знаю, на Дели, на Пекин или еще на какой-нибудь вектор. Я не исключаю даже московский. Ну, так что, вот как вам кажется, вот этот план, вот он, это такой НАТО-заменитель? Это, с одной стороны, это не только НАТО-заменитель. Ищет Запад сейчас целую серию форматов, которые можно предложить Украине, только бы она не претендовала на членство в НАТО. Членство в НАТО – это слишком. Это, соответственно, пытаются найти какой-то. Ну, при Порошенко там нашли статус там, аспиранта. Да, потом, соответственно, сейчас говорят, что вот, Зеленскому фактически говорят, нет, давайте мы дадим вам статус докторанта, вот, но защищать диссертацию еще пока рано. Да, уж. Константин Петрович, здесь, продолжая эту тему с публикацией New York Times в отношении там, встречи со Столтенбергом, продолжает как бы освещать эту тему вышеуказанное издание, и говорят, что среди союзников по НАТО разгорелись прям дебаты. Есть ряд стран, которые склоняют и давят на президента Байдена принять решение, чтобы Украину приняли в НАТО. Мы помним публикацию Жовковой, который говорил о том, что 20 из 31 страны как бы вот за нас и за вступление. И идет вот эта вся игра перед саммитом в Вильнюсе, саммитом НАТО. Но тут интересный момент, интересный аспект вот всего происходящего. Зеленского, вот как утверждают, да, вот не устраивает никакое партнерство, гарантии, мощная поддержка. Вот членство, он добивается вот именно членства, потому что это реальная гарантия безопасности. А вот те другие, получаются, гарантии, это нереальные гарантии безопасности. Причем эта дискуссия внутри Запада как-то вот очень интересным образом выглядит в Российской Федерации, где вот тот же Путин на общении с военкорами, да, ну, как бы у него абсолютно не было никакого месседжа проброшенного, что мы там, мол, хотим садиться и договариваться. То есть мы видим какая-то такая...
У Путина прозвучал тезис о том, что мы были готовы договариваться, и мы готовы. Нас кинули, да. Да, но на самом деле есть вот западные силы, там, силы на Западе, которые не дают Украине пойти на определенные шаги, что даже был фактически парафирован определенный мирный договор в Стамбуле, но вот не дали. Ну, мы помним хорошо, что действительно как-то так совпало со временем переговоров в Стамбуле, и буквально через несколько дней как-то очень неожиданно появился Борис Джонсон в Киеве, и вдруг после приезда Бориса Джонсона вдруг сказали, никто никуда не идет, все, мы дальше воюем. Но вот нас не интересует мир, мы дальше продолжаем воевать. Так что действительно я думаю, что есть какая-то доля истины в этих словах, что Запад в принципе не дал возможности пойти на какие-то договоренности. Что же касается как раз НАТО, членства в НАТО. Вот. Неоднократно уже говорилось о том, что в Украине незавершенный конфликт. Украина не может быть членом НАТО, пока не будет завершен конфликт, пока существуют территориальные претензии к другим странам или же других стран к Украине. НАТО не хочет нарываться на действия пятой статьи Вашингтонского договора 1949 года и, соответственно, не особо хочет вступать в войну с той же Россией и брать ответственность за Украину. Зачем, тем более? Если Украина и так выполняет все договоренности. Если Украина и так является форпостом НАТО на Востоке. Если Украина использует натовское оружие, натовские стандарты в военной сфере, но при этом, принять Украину, чтобы брать на себя повышенные обязательства за эту же Украину, как-то Запад не особо спешит идти на это. Когда говорят, что 20 государств готовы поддержать Украину, да хоть 25, да хоть 29, хоть 30. Если не будет консенсуса всех 31 государства, решение не будет принято. Мы помним, что было в прошлом году с Финляндией и Швецией. Вот, когда Турция, одна единственная Турция, заблокировала этот вопрос. Попробуйте договориться с Венгрией. Вот. И я не думаю, что Байден сможет продавить этот вопрос в Венгрии, учитывая особенно отношения между Орбаном и Байденом. Орбан, который демонстративно поддерживает главного врага Байдена Трампа. Орбан, который всячески демонстрирует, что он является самостоятельной фигурой и никто ему не указ. И Орбан, у которого существуют конкретные противоречия с Украиной, а эти противоречия не изжиты до сих пор. Вот. Так что думаю, что еще найдется несколько государств, которые точно так же скажут, что Украине пока еще рано. Поэтому я не имею никаких надежд на Вильнюсский саммит, на то, что в Вильнюсе нам скажут, что вот мы вас принимаем, давайте, вступайте и, соответственно, давайте будем ратифицировать эти договоренности. Что же касается разного рода форматов, да, они будут предлагаться Украине самые разнообразные. Региональное сотрудничество с Польшей, там, например, Словакией, или там с еще несколькими государствами, или там с Литвой. Вот. Какое-то трансрегиональное сотрудничество с Британией, Штатами, там, статус некоего партнера вне НАТО, разные статусы, лишь бы только не принимать в НАТО. Членство в НАТО на сегодняшний день не является видимой перспективой для Украины. Точно так же, как и членство в Евросоюзе. Лукашенко разразился очередными заявлениями. Понятно, что все сейчас обговаривают и обсуждают вот эти дни, да, когда там ядерное оружие будет поставлено в Беларусь. Что говорит Лукашенко по поводу, как закончится война? Говорит, что я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К тому же уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут, и если только они эти линии перейдут, им будет очень больно. Понятно, там это интервью все такое милитаристское, но здесь какая-то вот явно измененная риторика. Лукашенко говорит, что мы в Украине закончим эту войну. Складывается ощущение, я просто у вас интересуюсь, нет ли у вас такого ощущения, что с моментом передачи тактического ядерного оружия Беларусь, как-то может задействоваться и белорусская армия против Украины? Нет, как раз я думаю, что Лукашенко в данной ситуации, а я внимательно послушал все его
интервью, точнее, даже не интервью, а это общение с журналистами, внимательно послушал его общение со Скобеевой и прочее. Вот. Он нарочито, часто и много употреблял местоимение «мы». Вот. Мы с Владимиром Владимировичем, мы с Путиным, мы созваниваемся, мы договариваемся, дело одного звонка, я его просил и так далее. То есть реально вот это вот «мы», вот, это не звучало раньше. Да. Раньше постоянно был некий эгоцентризм Лукашенко, привлечение внимания к «я». Я. Я думаю, что это очередная игра Александра Григорьевича, учитывая сложность элитарных отношений, межэлитарных отношений между Минском и Москвой, учитывая разного рода действия там, той же России, которая все время показывает Лукашенко, что там у нас может появиться то один, то другой преемник, вот если будешь себя вести там, и так далее, и как-то непрогнозируемо. Лукашенко попросту играет публичную игру. Вот. И я думаю, что это абсолютно в духе Лукашенко. Он просто, я считаю его великим политиком, по большому счету. Это политик, который способен переиграть больших крупных игроков, политик, который знает, что, когда сказать, какие местоимения употребить, вот, какие нотки задеть. Но при этом я думаю, что Лукашенко делает ровно все для того, чтобы Беларусь оставалась фактически таким нейтральным государством, по большому счету. Нейтральным государством, да, мы предоставляем базы, мы предоставляем территорию, но эти базы и территории были предоставлены еще раньше, еще по договоренностям 90-х годов. Вот, да, мы предоставляем там, условно говоря, свои шахты для размещения тактического ядерного оружия, которое вряд ли будет использовано, вот, но будет такой угрозой не только Украины, например, той же Польши или Литве, которых Лукашенко считает большей угрозой для Беларуси. Но при этом мы будем делать все для того, чтобы снова пропетлять, постараться пропетлять. Прям вот парадоксальная такая вот частота. Ну вот вчера Кривой Рог, да, обстрел. Сегодня Одесса. Тоже прилеты, есть погибшие, уже 12 в Кривом Рогу, да, вот в Одессе я видел сообщение о 3 погибших, ну и, понятно, раненых. Есть сообщения о прилетах вот как по инфраструктуре, так и по, ну, скажем так, жилым, ну, как бы по домам людей и с жертвами, конечно, это все. Но вот какое наблюдение я бы хотел с вами обсудить, что... Смотрите, то есть если там тотальное молчание, тотальное не демонстрирование мест прилетов, последствий, ну мы же помним это, оно вот как-то меняется в Украине. И уже на официальном уровне сообщается, что вот смотрите, там 4 калибра было выпущено, ну я условно, да, это, ну чтобы там 2 сбили, да, то есть понимание, что и вот как-то это вот меняется эта картинка, что там сбиваем не все, а вот здесь там достигли каких-то целей, на складах, да, в Одессе там погибли люди, когда прилетело. О чем это говорит? И есть ли какое-то, ну, понимание, что вот если раньше строго-настрого и все запрещали, то сейчас в этом отношении зачем-то, ну, ослабили вот это давление с точки зрения публикации, распространения информации по результатам прилетов? Знаете, вспоминается вот это известный пример из Платона, о Платоновой пещере, когда люди, находящиеся в пещере, видят не реальность, которая находится за пределами этой пещеры, а только некие тени, отблески, там, которые доходят до этой пещеры. Точно так же мы не знаем, что происходит реально. Мы не знаем, сколько калибров сбили. Сбили ли 4 или сбили 2. Сбили, или было их 8, а сбили только 4 там, и так далее. Мы этого не знаем. Вот. Мы не знаем, чей выпущенный снаряд попал, там, или же чья ракета попала в жилой дом.
Это попал «Калибр» или попала там ракета ПВО, которая пыталась сбить «Калибр». Ну, или обломки, да, И там обломки. «Шахеда» или ракеты Да, ПВО, да. на самом деле понятная логика пропагандистов. Логика, значит, надо побольше, значит, показать, вот если есть какие-то там злодеяния, то, соответственно, если есть какая-то трагедия, то необходимо, чтобы эта трагедия была приписана, или же обязательно инициатором трагедии была противоборствующая сторона. Украине в этом плане проще, потому что не Украина начинала эту войну. Понятное дело, что Украина может любую жертву объявить, что это жертва войны, а война развязана Россией. Но, с другой стороны, если завтра начать там, публиковать фото, видео и так далее, вот, то это будет интересно не столько противоположной стороне, не только там, России, что прилетело, не прилетело. Это может заставить задуматься рядового обывателя. Вот. А кто же является виновником? На чьей стороне, там, значит, с чьей стороны выпущена ракета? Вот. И чтобы избежать этих как раз досужих размышлений, чтобы избежать того, чтобы задавались люди какими-то ненужными вопросами, просто запрещают публиковать видео. Это... Помните в фильме Марка Захарова «Убить дракона», там, когда бургомистр приказывает заколотить все окна, вот, чтобы люди не видели сражение Ланселота с драконом. Вот, потому что слишком много разных слухов о том, что отрубили голову, что голова упала, первая, вторая. Давайте закроем окна, чтобы люди не могли смотреть на то, что происходит. Ну, еще одна такая, как бы, ну, очередность очень интересная, помимо обстрелов. Ну, я вот хотел бы все-таки, да, акцентировать. Смотрите, Кривой Рог, да, ну, русскоязычный, такой весь город с очень там обособленным мнением. Ну, я просто бывал в Кривом Рогу и как бы знаю, что... Ну, там они немножко как бы даже похожи, даже внешне, визуально там на города Донбасса, да, ну, и люди, в принципе, очень похожи с таким мышлением. Не, как бы они за Украину, все патриотичные, все, ну, там специфика вот так вот тяжелого труда, региона. Промышленный город, это понятно. Одесса, ну, тут и говорить не нужно, да, то есть там тоже люди, достаточно город с историей, то есть тоже там своя какая-то Одесса. И вот они страдают, Кривой Рог, потом Одесса. Это вот мы видим день за днем. Также день за днем мы видим, как сначала генерал Горячев, да, генерал-майор, меня поправляли подписчики в прошлом видео вчера, да, вот я обсуждали мы этот момент. Сегодня, ну, его убили, да, вот прилетела ракета и, соответственно, минус генерал. Сегодня депутат Делимханов, говорят, друг Кадырова, попал в очень, как бы, тоже похожую историю. Был обстрел, его долго искали, не могли найти. Кадыров уже там обращается публично к украинской разведке, мол, дайте, пожалуйста, координаты, куда вы били, вот конкретно, да, где, чтобы мы приехали, нашли Делимханова. Я там даже каких-то вознаграждениях писали в пабликах. Но вроде бы как созвонился раненый Делимханов с Володиным, да, и вроде его нашли. Ну, вроде как. Ну, то есть мы видим, что это очень тоже примечательный момент в контексте обсуждения. Несколько дней назад практически чуть ли под обстрел не попал Денис Мантуров, вице-премьер российского правительства, и который вместе с Сальдо инспектировал там районы, где-то в районе там Рабатской стрелки. Вот. Ну, так что это уже не первый случай. Да-да-да. Так вот, я вот эту тенденцию хочу обсудить с той точки зрения, что, смотрите, Константин Петрович, а видно все. Причем, ну, и нам видно все на, как бы говорится, по ту сторону линии боевого соприкосновения. И даже мы уже можем находить там расположение конкретных шишек, да. Причем это не кто-то подъехал, взрывчатку заложил, какие-то партизаны, бобик взорвали, а это вот армейские действуют по ключевым точкам. Это правда, нет. На самом деле
те, кто говорят, что Украина как-то там, она уступает России, там, вооруженные силы Украины уступают там вооруженные силы Российской Федерации, там во многом, они абсолютно неправы. И это признают сами русские военные. Российские военные говорят о том, что реально мы имеем дело с очень опытным противником, которого поддерживают в том числе и технически, и в организационном плане, и в плане обучения страны НАТО. И поэтому, когда в России говорят о том, что они на территории Украины имеют дело с натовскими технологиями, с натовскими инструкторами и советниками, они не кривят душой. Они не стараются там переложить там, со здоровой головы на больную или с больной на здоровую. Это на самом деле так и есть. По большому счету, по большому счету это большая проба сил перед большим противостоянием. Как гражданская война в Испании. Сколько было военных советников из Советского Союза, сколько было военных советников из Соединенных Штатов на стороне республиканцев, сколько было военных советников из Италии и Германии на стороне Франко. Вот, так что это тоже была своего рода такая пристрелочная война тогда. Тогда проверяли на возможности, на тактические характеристики те или иные силы. Это была некая прелюдия большой войны. В данной ситуации я считаю, что это тоже прелюдия большого противостояния. То, что происходит в Украине. И то, что там целый ряд генералов, там, политиков и прочих попадают под обстрелы, вот, это свидетельствует только о том, что очень хорошо работает разведка, очень хорошо работают системы наведения, очень оперативно принимаются решения с украинской стороны. Очевидно, что и космические спутники, и другие системы, они очень четко отслеживают пути передвижения, пути дислокации тех или иных лиц. И также, знаете, в данной ситуации очень характерно, что когда в Киев, например, приезжают те или иные высокопоставленные лица, например, Байден приезжает в Киев, понятное дело, в этот день Киев не обстреливается. И дорога, по которой едет Байден, тоже не обстреливается, не простреливается. Если Зеленский приезжает в Херсон, время, когда он находится в Херсоне, тоже не обстреливается в это время. Как только он уезжает, начинается массированный обстрел. Вот, то есть тоже есть моменты. Знаете, в каждой войне тоже есть определенные красные линии, за которые не переходят. Есть определенные договорные моменты через посредников, там, через какие-то каналы и так далее, информируют друг друга, и эта информация соблюдается сторонами. Хотя, наверное, там кажется, что, вот, условно говоря, если приехал Мантуров посмотреть, что происходит на Херсонщине после взрыва Каховской ГЭС, и его обстреляли, то я думаю, что с такой же долей имоверности могли бы обстрелять и Путина, когда тот приезжал в Мариуполь. Вот. Но очевидно, что есть какие-то моменты, через которые не переходит ни одна, ни другая сторона. Это да. О внутриукраинских делах хотел бы тоже поинтересоваться вашим мнением. Черновола в мусорный бак бросили. Возвращается старая была практика? Извините, Тарас Вячеславович Черновол, он известен как достаточно активный критик нынешней власти. Даже если бы он не высказался, причем я посмотрел специально, это как-то прошло мимо меня, вот то, что он где-то, то, что ему инкриминируется, что он где-то на вдову да Винчи, где-то какие-то были там у него высказывания. Я посмотрел, там абсолютно двусмысленные высказывания, и вряд ли его можно потрактовать, что он конкретно какой-то, что это конкретной женщине адресовано. Точно так же можно сказать, что это некое обобщение, скорее с его стороны. Я ни в коем случае его не защищаю. Я в данной ситуации не являюсь сторонником тех сил, с которыми он сотрудничает или которые ему нравятся. Я далек от глорификации Петра Алексеевича Порошенко, потому что, скажем, в противостоянии Зеленский и Порошенко для меня ясно, что это действует одесский принцип «обои хуже». Вот. Но на самом деле это показывает тревожную тенденцию. Когда
во-первых, власть будет использовать якобы гражданских активистов для того, чтобы расправиться с неугодными и показать, что будет с другими. Вот. И второй момент – это действительно нотки, которые присущи тоталитарным обществам, и это элемент, который был характерен для раннефашистских обществ в 20-е годы или, там, в Германии или в Италии. Вот. Не когда Гитлер и Муссолини уже пришли к власти, а накануне прихода. И именно поэтому в данной ситуации вот эти настроения, вот эти действия, они достаточно опасны с общественной точки зрения. Я не хочу, чтобы там потом мои слова потрактовали, что я как бы играю в унисон с некими там пропагандистскими центрами, которые говорят, что Украина фашистское государство. Вовсе нет, но я считаю, что в Украине существуют опасные тенденции, которые могут привести в дальнейшем к фашизму как таковому, к возрождению фашизма. И эти тенденции необходимо пресекать уже сейчас, пока они не превратились в нечто иное. И говорить о том, что вот, Черновол там такой-сякой, он сам виноват, он обидел и прочее. На самом деле, даже если бы он сказал нечто другое, даже если бы он выступил и сказал, что там, условно, там, я не знаю, кого бы он взял бы там из окружения Зеленского, там, кого-то бы там обвинил, что там обозвал какими-то словами, того же Ермака, того же там кого-то из заместителей главы администрации, главы офиса и так далее, то, соответственно, все равно бы ему прилетело. Все равно бы придумали бы, за что его там облили, за что его бросили в бак и так далее. Повод нашелся бы по-любому. Но с другой стороны, смотрите, ну, вот, да, есть вот эти методы. Это метод устрашения политических оппонентов. Да, но смотрите, то есть это же не ликвидация, это же не пришло к нему СБУ, да, там и не подбросило чего-то где-то. А нам такие же сказки рассказывают, что у нас настолько такая диктатура, что могут прям травить и вытравливать с точки зрения государственной машины. Многие моменты. Вы знаете, Черновол просто очень известная личность. Вот. Мы же не знаем, что на самом деле было, там, когда проходили обыски у священников в том или ином храме. Мы не знаем, откуда у них появлялись те или иные там, абсолютно не характерные для церковной сферы коммунистические издания 90-х годов. Там, например, это действительно газета 90-х годов, которые издавали коммунисты в России, вдруг в каком-то храме появились. Ну, это, вот, я очень хорошо помню, когда раскрыли вдруг там гнездо ФСБ в Сумской области, это, правда, было еще во времена Петра Порошенко, и сказали, вот смотрите, сидели здесь вот агенты ФСБ, и показывают в этом гнезде, значит, их показывают бюст Дзержинского, там парадная форма с эполетами, там, и с аксельбантами, и так далее, прочие моменты, которые являются абсолютным нонсенсом для любого разведчика, который старается, наверное, в первую очередь как-то затихариться и как-то не привлекать к себе внимания. Да вообще и для человека 21 века, да, ну... Но реалии таковы, что сейчас, если мы вспомним, опять же, 20-е годы, то до кризиса Маттеотти в Италии, до убийства депутата Маттеотти, вот, до этого было очень много различных провокаций против тех, кто были не согласны с Муссолини, кто были не согласны с фашизмом. Вот я бы очень не хотел, чтобы у нас дело доходило до кризиса Маттеотти. Вот, я бы очень хотел, чтобы наши правоохранительные органы поставили точку подобного рода дикости еще на том этапе зарождения подобного рода тревожных тенденций. Если они остаются безнаказанными, подобные тенденции, то они очень часто начинают доминировать над здравым смыслом и над общественным сознанием. Да, друзья, пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что вы думаете. Чаус нашелся. И да. Снова... В общем-то, посадили Чауса. Ну, будет апелляция, конечно, еще. Это Чаус, которого выкрали из Молдовы. Там очень темное, загадочное дело. И мало кто помнит вообще, да, с точки зрения, ну, вот, политического процесса. Потому что для многих людей, и в политика в Украине, и вообще для отношения там к происходящему поменялось резко после 24 числа. До и после, да, но это вот такой отголосок до. Причем разводят руками сторона защиты Чауса, говорят, ну а как? Никто даже, ну, ни одного СМИ, никто даже о нас не написал. Мы как бы вот в какой-то такой, в каком-то вакууме. Как вам кажется, вот ситуация
это ведь уже, ну, это власть Зеленского, да, это уже там абсолютно, как бы, ну, там дела до, конечно, но вот то, что произошло с Чаусом, и вот итог, это вот промежуточный или финал вот этой истории? Нет, смотрите, дело в том, что дело Чауса – это уже отголосок фактически событий времен Петра Порошенко. И я думаю, что через Чауса пытались, в принципе, собрать дополнительный компромат, нынешняя уже власть пыталась дополнительный компромат собрать на Петра Порошенко и его окружение, поскольку там понятно, что часть окружения Петра Порошенко была причастна к вывозу Чауса в Молдову, потом его пытались оттуда выкрасть, мне рассказывали многие детали вот этого похищения. Знаете, очень комичная история, я просто не хочу ее сейчас рассказывать, лет через 10, даст Бог, когда-то где-то опишем. Но там действительно можно там очередной том «Похождение бравого солдата Швейка» писать на этом материале. Но в результате, скорее всего, Чаус не пошел на какую-то сделку, скорее всего, Чаус не пошел на какие-то компромиссы, не сдал, и поэтому получил срок 10 лет. Вот. Может ли что-то апелляция? Ну, скостят там до 9, до 8 лет и так далее. Это уже не играет такой роли. Вот. Но, по большому счету, дело Чауса, можно сказать, закрыто. Оно уже не выстрелит против Порошенко, против Грановского, против Кононенко, против целого ряда других лиц, которые составляли ближайшее окружение Порошенко. И Чауса пытались в первую очередь использовать именно как источник получения дополнительных сведений относительно Порошенко и его команды. Ну, не получилось, видимо. Да. Ну, раз не пошел, значит, четко понимает, что это или опасно, или, ну, там... Я понимаю, что опасно все сейчас. И молчание опасно, и опасно говорить. Живем в такие сложные времена, времена турбулентности, когда закон, в принципе, не всегда соблюдается. Закон у нас вообще стал таким каким-то абсолютно условным понятием. И поэтому Чаус действительно находится в зоне риска. Но, опять же, к его чести, вот, то, что ему дали 10 лет, это уже показатель того, что он не стал идти на какие-то условия и не стал сдавать своих бывших подельников, компаньонов, там, людей, которые были причастны к этой власти, покровителей, к этим действиям покровителей. Был бы сигнал, наверное, если бы ему дали некий там условный срок, 5 лет там дали бы, или же там что-то меньше. Но когда ему впаяли по полной катушке, то очевидно, что это значит, что он не стал сдавать своих. Ну, чести, не чести, все-таки как бы... Ну, тут уже вопрос такой, чести, не чести, тут вопрос уже скорее о ситуации, которая сложилась. Да. Дело, можно сказать, закрыто. Когда же эти времена закончатся, вот в финале нашего разговора? Потому что, смотрите, то есть вот эта там израильская модель на 10 лет поддержки США, чтобы продемонстрировать России, что как бы не иссякнет вот этот ручеек, и может он перерасти в реку поставок вооружения, чтобы Путин знал. Блинкен, который выходит и говорит, нужно сделать все, чтобы там Украина добилась максимального успеха, чтобы усадить Путина за стол переговоров, чтобы он наконец-то понял, что другим путем, ну, не получится, да, вот только с позиции сильной стороны, да, вот садиться за стол переговоров. А ведь все это время мы, ну, давайте так, мы идем по пути необратимому. Ну вот уже многие вещи назад не вернуть. Вот мы с вами с Чаусом вспоминали, да, вот. Ну, все уже и забыли, кто такой Чаус. Ну, Чаус, ну, ловили его там, да, полуголым по селам. Ну да, там скандал с Молдовой. Сейчас вообще поменялось все. И вот такое ощущение складывается, что назад уже не вернуться. В мирную жизнь, в понятные правила, с понятными, скажем так, вещами. Потому что за условным каким-то концом, да, идет же какая-то рефлексия, когда оборачиваешься назад и, ну, проливаешь слезы утрат, считаешь, да, а что осталось после, ну, банкета, да, у нас кровавий бенкет є, такий вислів в українській мові, да, козацький вислів, ну, после вот этого бенкета, да, вот после вот этого сражения, начинаешь считать мелочь, которая после банкета осталась.
в карманах, и конца и края пока что не видно. Или все-таки видно? Да, нет, ситуация, она характерна еще и тем, что сегодня уже ни Зеленский, ни Путин будут решать вопрос, когда остановить войну. К сожалению, не они являются главными акторами в нынешнем современном мире. И я считаю, что только после того, как пройдут какие-то переговоры между реальными игроками, реальными силами, которые олицетворяют Запад и Восток, как только будет найден консенсус между Пекином и Вашингтоном, только после этого можно будет говорить о некой деэскалации. Вот. Потому что на сегодняшний день Украина не является самостоятельным государством, она является просто оружием в руках Запада, через которое Запад пытается давить или там триггеровать Россию. Вот. А Россия является точно так же форпостом, скажем, восточной политики, но при этом Россия пытается давить на Запад и триггеровать тот же Запад и Соединенные Штаты. Так что в данной ситуации говорить о том, что там Москва и Киев субъектно решать между собой вопрос относительно мира, это будет преувеличение. Помните «Хвост машет собакой», Плутовской или «Хвост машет собакой», когда герой Хоффмана говорил, там, как они могли закончить войну. Это не их война, не они продюсеры этой войны. Вот. Так вот, не Путин и не Зеленский продюсеры этой войны. Спасибо вам большое, Константин Петрович, за ваше время и ваши мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Тяжело жить в такие времена, но тем не менее давайте оставаться людьми в комментариях, в общениях друг с другом. Добра и света в каждый дом. Увидимся.